7, потом 10. 10 спа на 2 дня. Ну и 10 на свидание — это много. Я не знаю, или немного. Не, ну 10 спа на 2 дня. Это ж просто уму непостижимо. Да и на свидание зачем 10? Господи, зачем им столько? — 13 апреля 2018 года сюда, в аэропорт Мюнхена, прилетели 7 секретных сотрудников российских спецслужб. Это были не рядовые оперативники, а офицеры службы безопасности президента России. В столицу Баварии они прибыли с особым заданием. Из аэропорта эта великолепная семерка отправилась в мюнхенский отель Leonardo & Residence. Здесь офицеры службы безопасности президента России прожили всего сутки. На следующий день к группе прибыло подкрепление в лице еще одного секретного сотрудника президентской охраны. И уже 8 они переместились в центр города в отель «Меркуре». В этой гостинице российские агенты прожили еще 8 дней, но то особое задание, с которым они прибыли в столицу Баварии, заставило их снова сменить место дислокации. Из отеля «Меркури» они переехали, вернее сказать, перешли в отель «Андер Опер», который находится в 10 минутах ходьбы. В этой гостинице наша 8 прожила почти неделю, а затем к ним прибыло очередное подкрепление в лице еще 2 сотрудников президентской охраны. И их стало 10. Еще совсем недавно это место без преувеличения можно было назвать секретной базой сотрудников президентской охраны в Мюнхене. Они ездили сюда как на работу, буквально каждый месяц, а порой и каждую неделю. Учитывая, как часто они сюда приезжали и какой толпой, скорее всего, кто-то из них жил и в этом номере. Давайте посмотрим, в каких тяжелых условиях им приходилось нести службу. Ну, позолота, обивка, все очень солидно, мне кажется. Скромно, но и бойцы наши скромные. Здесь вполне могли разместиться 2 сотрудников службы безопасности президента России. Тут они высматривали, чтобы снайпер не сидел нигде. Немножечко такого пафоса геленджикского, но и какой-то аскетизм тоже присутствует. Своим названием отель «Андер Опер» обязан Баварской государственной опере, которая находится в здании Мюнхенского национального театра в минуте ходьбы отсюда, буквально на соседней улице. Вот его видно из-за угла. Вы уже, наверное, задались вопросом, что же это за особое, секретное задание, которое привело в Мюнхен столько сотрудников службы безопасности президента? И при чем здесь театр? Может быть, они сопровождали самого Путина, желавшего тайно послушать оперу в Мюнхене? Нет. Или, может быть, они приехали отравить новичком врага путинского режима? Тоже нет. Или, может быть, здесь, в здании театра, проходили тайные переговоры о судьбах мира? И снова нет. Но что же тогда, спросите вы, могло привести сюда столько сотрудников президентской охраны? Вы не поверите. Любовь и балет. На следующий день, после того, как в Мюнхен прилетела первая группа сотрудников президентской охраны, в местном аэропорту утром, в начале 11-го, приземлился роскошный бизнес-джет с бортовым номером LXSAX. Запомните этот код, мы к нему еще вернемся. Ну а пока раскроем первую тайну нашей истории. Вся эта армия российских секретных агентов прибыла в Мюнхен, чтобы организовать свидание. В здании Мюнхенского театра находится не только опера, но и баварский балет, которым на протяжении 6 лет, с 2016-го, руководил известный российский балетмейстер Игорь Зеленский. Он один из самых успешных и известных артистов балета из России.
Зеленский был солистом Мариинского театра, премьером труппы Нью-Йоркского балета, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала в Италии и других мировых сцен. Зеленский не родственник президента Украины, они просто однофамильцы. Однако в балетном мире давно ходили слухи о том, что у танцовщика есть президентские связи. Но не в Украине, а в России. Особенно эти слухи усилились после того, как в 2018 году Зеленский вошел в наблюдательный совет Фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Этот проект инициировал лично Путин. А деньги на все это, 120 миллиардов рублей, выделила главная нефтяная кубышка страны – компания «Роснефтегаз», которая аккумулирует доходы от экспорта российской нефти. В мае этого года важные истории и немецкое издание Der Spiegel смогли подтвердить слухи о связях Зеленского с семьей Путина. Мы выяснили, что балетмейстер – неофициальный муж Катерины Тихоновой, младшей дочери Владимира Путина. В конце 2017 года она родила от Зеленского дочь. Именно Тихонова и ее ребенок были на борту того самого бизнес-джета, который в апреле 2018 года прилетел в Мюнхен в сопровождении президентской охраны. Дочка и внучка Путина пробыли в столице Баварии почти месяц, до 12 мая, а затем улетели в Москву на все том же бизнес-джете. Одновременно с ними, выполнив свою особую миссию, улетели и 10 сотрудников Службы безопасности президента России. Сведения о перемещениях Тихоновой и ее гвардии нам известны из самых разных источников. Но главный из них – уникальный архив документов из электронной почты охранника Тихоновой и сотрудника Службы безопасности президента Алексея Скрипчака. Этот архив нам передал тот же анонимный источник, что почти 2 года назад прислал в редакцию «Важных историй» письма из электронной почты бывшего мужа Тихоновой Кирилла Шамалова. Мы не знаем ни имени, ни мотивов источника. Но как журналисты мы обязаны проверить документы и придать их гласности, если они представляют общественную важность. Вместе с нашими коллегами из «Шпигеля», одного из самых известных и уважаемых СМИ не только в Германии, но и в мире, мы смогли верифицировать документы из архива Скрипчака с помощью независимых источников. Ну а про то, насколько эта информация важна для общества, поговорим дальше. Я читал, конечно, в интернете, там, в некоторых других изданиях разных по поводу Екатерины Тихоновой, так же, как и по другим возможным моим родственникам и дочерям. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут. Путин правит Россией более 20 лет, и все это время отказывается называть имена своих дочерей. Его семья – это буквально одна из главных тайн страны. Этим Путин отличается от политиков развитых стран, которые не боятся появляться на публике вместе со своей семьей. Тем самым они дают понять, что им нечего скрывать от своих избирателей. Нежелание Путина говорить о своих дочерях еще можно было бы понять, если бы они действительно никуда не лезли. Но это уже давно не так. Та же Тихонова неоднократно пользовалась родственными связями для продвижения своих проектов. Например, ее давнее увлечение, акробатический рок-н-ролл, спонсирует крупнейшие российские предприятия, связанные с президентской семьей. Среди партнеров ее фонда «Инопрактика» – главные государственные компании и корпорации страны. Ну и, наконец, как можно говорить о том, что дочери Путина никуда не лезут после того, как в июле этого года Тихонова была назначена сопредседателем Координационного совета РСПП по импортозамещению? Катерина Тихонова садится на раздачу. Без ее визы получить деньги на импортозамещение в России, наверное, будет крайне тяжело. Но с чем, наверное, ее надо поздравить. Ведь, собственно говоря, у нас еще Борис Абрамович Березовский, который продвигал Путина на пост президента, учил, что самое главное – это контролировать бюджетные потоки. Об этом весь доход. Но архив Скрипчака, на мой взгляд, рассказывает о путинской семье нечто гораздо более важное, чем коррупция. Хотя, конечно, мы поговорим о том, во сколько обходились все эти путешествия и содержание огромной армии охранников. Мне кажется, что эта история не столько про деньги, сколько про их психологию, про то, каким они видят внешний мир и как его параноидально боятся. До такой степени, что даже любовное свидание, поездку на шопинг или отдых в спа превращают в спецоперацию. В архиве Скрипчака, который нам передал источник, есть данные о бронировании гостиниц на имя Тихоновой и сотрудников президентской охраны по всему миру.
Благодаря этому документу мы не только знаем, в каких странах предпочитала отдыхать семья Путина, но и во сколько обходилось размещение этой толпы сотрудников спецслужб, что их повсюду сопровождало. Например, в мае 2016 года Тихонова решила съездить на пару дней в портовый городок Халмстад на юго-западе Швеции для того, чтобы расслабиться в спа. Вот бронирование на ее имя в отеле Continental Relax & Spa, а рядом еще 2 номера. В каждом из них, в лучших традициях российских секретных агентов, подвое разместились сотрудники Службы безопасности президента. Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Например, одним из соседей Тихоновой по номеру был Дмитрий Даньков. Вот его фотография на сайте хоккейной лиги «Трудовые резервы». Как видим, он играет за команду «Феникс». Она объединяет действующих и находящихся в запасе сотрудников ФСО России, куда входит и Служба безопасности президента. Вот, кстати, тот же Даньков на одном из мероприятий охраняет Путина. В другом номере в шведском спа-отеле разместился Дмитрий Пасуненко. Мы нашли его профиль в социальной сети «Мой мир», а дальше обнаружили интересное видео 2017 года. Это празднование Дня города в Москве на Красной площади. Путин, Медведев и Собянин идут к своим местам. Их окружают счастливые и благодарные москвичи. Хотя стойте. Один как-то совсем не улыбается при виде царя. Вам это серьезное лицо никого не напоминает? Вот, на этой фотографии его хорошо видно. Это же наш Дмитрий Пасуненко, который сопровождал Тихонову в Швеции и еще как минимум в 5 других поездках по всему миру. Двухдневный отдых в спа, как известно, предприятие чрезвычайно опасное. Поэтому столько охранников, конечно же, недостаточно. За день до того, как Тихонова заселилась в спа-отель, в гостиницу по соседству заехали 7 мужчин из России, большинство из которых мы идентифицировали как сотрудников Службы безопасности президента. Итого 10 телохранителей ради пары дней в спа. Двухдневное размещение в гостинице этой толпы стоило 200 тысяч рублей. Или вот другая поездка. В марте 2017 года Тихонова на пару дней отправилась в Лондон, а вместе с ней 6 сотрудников президентской охраны. Вот их бронирование. Общая стоимость номеров составила чуть менее 100 тысяч рублей. Сущие копейки по сравнению с тем, во сколько обходились постоянные перелеты Тихоновой и ее охраны на свидание к Зеленскому в Мюнхен. Город, который стал вторым домом для дочери Путина и неофициального зятя президента. Вот, например, та самая поездка в Мюнхен в апреле 2018 года. Только проживание в отеле стоило почти 2 миллиона рублей. В архиве Скрипчака есть данные кредитной карты, что использовалось для оплаты гостиниц. Но вряд ли зарплата даже сотрудника президентской охраны могла позволить ему тратить 1 миллион рублей на путешествие дочери Путина. Да и потом, зачем оплачивать командировки из собственного кармана, когда есть карман налогоплательщика? Кто-то может задаться вопросом, а что такого в том, что Тихонова ездит в спа или на свидание в сопровождении десятка охранников? Она же дочь президента, но в большинстве развитых стран подобное поведение руководителей государства и их родственников просто недопустимо. Вот так, например, принцесса Дании возит своих детей в сад на велосипеде, а вот так ездит на работу премьер-министр Нидерландов. И даже в Америке, где детям президента охрана положена по закону, СМИ и общество постоянно критикуют членов первой семьи за необязательные поездки по миру, которые бьют по карману налогоплательщиков. Ну и, наконец, использование десятков сотрудников спецслужб для поездок в спа-отель или на свидание к жениху противоречит российскому законодательству. Члены семьи имеют право на охрану только если проживают совместно с президентом или сопровождают его в поездках. Но когда их волновал закон? В какой-то момент дочери Путина, видимо, надоело жить на 2 страны и постоянно летать в Мюнхен, и она решила окончательно переехать в столицу Баварии. По крайней мере, об этом говорит письмо, которое Алексей Скрипчак получил на электронную почту в конце 2019 года. Тема письма говорила сама за себя – переезд в Германию. В нем менеджер логистической компании объяснял охраннику Тихоновой, как правильно заполнить опись всех перевозимых предметов. Где Тихонова жила в Германии, мы не знаем. Информации об этом нет в архиве Скрипчака. Но какой была эта жизнь, мы можем предположить по колонке Игоря Зеленского для немецкого издания Süddeutsche Zeitung в 2021 году. По понедельникам Зеленский, как и многие мюнхенцы, любил бегать в английском саду. А выходные – семейные дни.
Сначала поспим, а потом направимся в сторону Тегернзеи. Баварские предгорья Альп просто прекрасны, писал Зеленский. Мы с вами находимся на озере Тегернзей, одном из самых известных курортов Германии, который уже на протяжении нескольких веков привлекает высокопоставленных россиян и их семьи. Местный политик Томас Томашек был организатором самых крупных митингов в Тегернзее. Горожане протестовали против скупки земель и недвижимости российскими олигархами вокруг озера. Это уже стало традицией, и мы привыкли, что известные люди приезжают и останавливаются здесь. Потому что это очень красивый и аутентичный уголок Баварии. Но я думаю, что сейчас люди из окружения Путина здесь не самые желанные гости. Из-за политического кризиса и войны. И особенно, если эти люди будут разгуливать здесь с оружием. Судя по бронированиям из архива Скрипчака, Тихонова и Зеленский очень любили эти места. Думаю, и их многочисленные охранники, которые на протяжении нескольких лет ездили сюда как на работу, тоже были в восторге. Это гостиница The Hotel zur Post, в которой несколько раз останавливались сотрудники службы безопасности президента России. Окна отеля выходят прямо на озеро. Вот, например, данные о бронировании 3 номеров для 3 охранников в ноябре 2019 года. В это же время еще 6 охранников жили в гостиницах по соседству. Одна из них, Лейберхоф, как и отель Андер Опер в Мюнхене, стала вторым домом для охранников Тихоновой, сопровождавших ее в поездках по Германии. Только посмотрите, какой отсюда открывается вид. Скажите, насколько здесь опасно? Так ли нужны 10 телохранителей? Это место совсем не опасно. У нас есть баварская традиционная одежда, мы носим нож в кожаных шортах, но этот нож мы используем исключительно, чтобы приготовить и нарезать еду. Но это совсем не угроза. Здесь никогда не было стрельбы или чего-то опасного. Это просто небольшая безмятежная деревня. Но дело не только в том, насколько уместной смотрелась вся эта армия охранников на этих спокойных улочках, но еще и в том, что та идиллическая бюргерская жизнь, которую члены президентской семьи вели в Германии, противоречит духовно-нравственным наставлениям самого Путина и его силовиков. На протяжении уже многих лет власти России и пропаганда не перестают пугать нас Западом и его ценностями, которые якобы разрушают исконные морально-нравственные устои россиян. На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения. После того, как Россия напала на Украину, Путин и вовсе объявил национал-предателями всех граждан, ориентирующихся на Запад. В это время Игорь Зеленский, неофициальный зять президента и отец его внучки, продолжал жить и работать на Западе. Зеленский покинул баварский балет только в апреле этого года, на 3-й месяц войны. Свой уход артист объяснил семейными обстоятельствами. Помните, в самом начале нашей истории я просил запомнить вас бортовой код бизнес-джета, который привез членов путинской семьи в Мюнхен. Пришло время о нем поговорить. Этот роскошный реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 стоит от 40 до 65 миллионов долларов. Когда мы изучали бронирование Тихоновой и ее охранников, то обратили внимание, что их поездки порой пересекаются с маршрутами бизнес-джета. Вот, например, борт LX SAX прилетел 14 апреля в Мюнхен, а затем совершил обратный перелет в Москву. И ровно на это время охранники Тихоновой бронировали гостиницы. Или вот, например, Скрипчак забронировал на пару дней 4 номера в Абу-Даби, и в этот же день там находился бизнес-джет LX SAX. Этот самолет раньше принадлежал другу Путина, миллиардеру Геннадию Тимченко, который заработал свое состояние на экспорте российской нефти. Пожалуйста. Большое спасибо, Владимир Владимирович.
Как писала газета «Ведомости», Тимченко приобрел самолет специально, чтобы порадовать президента. Скорость этого джета близка к скорости звука. В 2018 году джет сменил владельца. Его приобрела кипрская дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций. РФПИ – это суверенный инвестиционный фонд, созданный по инициативе президента России и председателя правительства. Фонд возглавляет Кирилл Дмитриев. Его связывают давние отношения с семьей Путина. Дмитриев вошел в президентскую семью благодаря своей жене Наталье Поповой. Она – давняя подруга и заместительница Катерины Тихоновой в фонде «Инопрактика». Что плохого, спросите вы, в том, что Тихонова могла летать на бизнес-джете РФПИ? Все дело в том, что это имущество государственного фонда, которое семья Путина использовала явно не для решения государственных задач. Ну, если не считать таковыми спецоперации по организации любовного свидания или поездки в СПА с привлечением десятков сотрудников Службы безопасности президента. Как говорят эксперты, использование государственного имущества в личных целях – это явное проявление коррупции. Расходы на телохранителей, которые сопровождают дочь чиновников СПА, абсолютно неэтичное использование средств бюджета. Это пример коррумпированного поведения. Я могу сказать, что, например, в Соединенных Штатах такое поведение на 99% будет считаться злоупотреблением служебным положением, и чиновник должен будет уйти со своей должности. Самолет РФПИ был не единственным бизнес-джетом, на котором летали члены семьи Путина. По данным о пересечении границы, они также пользовались джетом «Бомбардье» с бортовым номером М-Fine. Этот самолет принадлежит офшорной компании известного российского предпринимателя Алексея Репика, основателя фармацевтической компании Air Farm. Компания производит вакцину от коронавируса «Спутник Ви», которую активно продвигала Катерина Тихонова. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Помимо этого, Air Farm – один из крупнейших получателей госконтрактов на поставку лекарств в России. Стоимость часа аренды таких же бизнес-джетов, на которых летала семья Путина, составляет около 7-10 тысяч евро. Таким образом, только один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. В архиве Скрипчака нет данных о том, оплачивала ли Тихонова эти расходы. Сама дочь президента и другие упоминаемые в этой истории люди не ответили на вопросы важных историй. В этой истории есть еще одна деталь, о которой невозможно не упомянуть. Настолько она символична. 23 февраля, за 8 часов до того, как Владимир Путин начал войну против Украины, тот самый бизнес-джет Gulfstream вылетел из Москвы. Кто был на борту этого рейса, мы не знаем. Но не отметить это удивительное совпадение невозможно. В день, когда президент России отправил десятки тысяч молодых россиян заживо гореть под Киев, Харьков и Чернигов, частный самолет, которым пользовалась семья Путина, улетел в Женеву.